На сегодняшний день эта формула самая загадочная в физике элементарных частиц. Японский ученый Кэйдэ взял квадратные корни масс фермионов, электрона, мюона, тау-лептона и вывел из них идеальное математическое соотношение. Причем сделал это еще когда была неизвестна масса тау-лептона. То есть погрешность была очень большой. Он высчитал, какая у него должна быть масса, и это расходилось с прогнозами. А потом он оказался прав. У нас на данном канале разбирается информационно-архитектурная модель реальности. Центральный постулат нашей модели – существование исходного кода. То есть в основе нашей Вселенной находится исходный код, который первичен по отношению к материи. И эта формула косвенным образом подтверждает нашу архитектурную гипотезу. То есть мы постулируем, что чем больше будет развиваться физика, тем больше она будет приходить к убеждению о том, что материя не первична. Потому что вот как в нашей модели все работает. Через голографический принцип у нас эта информация проходит наверх через поле Хиггса, становится суперпозицией на этом уровне, а потом уже, когда этих суперпозиций набирается критически большое количество, они декогерируют и локализуются в виде частицы. То есть, еще раз, элементарная частица – это проекция из кода напрямую. То есть мы, весь наш объем, вот у нас эта граница, а мы и являемся объемом, который порождается из нее. При этом эта граница, вот то, что все под полем Хиггса, инкапсулировано от нас. То есть у нас нет туда никакого доступа. Почему? Потому что пользователю не дается доступ к исходному коду. Если пользователю дать доступ, он с высокой вероятностью нарушит работу всей системы. Теперь очень важный момент. Значит, что такое вообще этот исходный код? Вот вы посмотрели первое видео про кота Шрёдингера и сразу же начинаете писать, а как туда попасть, а что это за место? Это не место. То есть здесь нету пространства. Пространство возникает только вот здесь. Пространство — это заданный параметр, прописанный на уровне кода. Время — это тоже заданный параметр, прописанный на уровне кода. То есть сам код — это не какое-то Гильбертово пространство. Вот представьте абсолютное ничто, не вакуум, как мы его понимаем. Вот просто, где нет ничего, ни времени, ни пространства. Вот там существует этот исходный код. Вы сразу же спрашиваете, а на чем он записан? Это ваша ключевая ошибка. Потому что вы мыслите в старой парадигме первичности материи. Вы думаете, что материя первична, следовательно, если есть информация, она должна быть где-то записана. Это логично. Но логично только в старой парадигме. В нашей же парадигме материя возникает из информации. То есть вначале задаются параметры взаимодействия, вначале задаются конкретные алгоритмы, а весь математический аппарат квантовой механики — это исполнение этих алгоритмов. Еще раз, материя не фундамент, первична информация, первичен вот этот исходный код. Здесь задана максимально оптимизированная низкая информационная сложность по Колмогорову. В системе существуют дискретные классы объектов, то есть там есть шаблон класса электрон, уже заданный, и он локализуется в разной точке пространства, в разных местах, вот в этой амплитуде рассеяния. А это указывает на одно: стандартная модель не полна. В ней есть скрытый математический порядок. Это сейчас в физике слон в комнате, которого все предпочитают не замечать. Почему? Потому что он нарушает привычную картину мира и догмат, принятый эпохой просвещения, о случайном возникновении материи. Материя случайно не возникла. Почему мы точно знаем, что у нас нет доступа к коду? Потому что мы не можем ответить на вопрос, где локализуется элементарная частица. От нас скрыта эта информация. Сам принцип неопределенности Гайзенберга — это та же самая граница инкапсуляции. То есть у нас нет полного доступа к описанию системы. И самое главное, скрытые параметры, которые вы так не любите, находятся здесь, на инкапсулированном от нас скрытом уровне. А сам код является по своей сути информационной матрицей. То
То есть эта информационная матрица первична по отношению к материи. И она не занимает какое-то место, понимаете? Она не обволакивает вот так вот всю Вселенную по кругу. Вселенная эмерджентно возникает из вот этой первичной записи. То есть суперпозиция по своей сути. Мне не нравится слово рендеринг, но да, это рендеринг или, вернее, путь к локализации в виде частицы. И отсюда уже подтвержденное предсказание о том, что когда накапливается критическая масса суперпозиций в одном месте, происходит то, что мы называем коллапсом волновой функции. Она схлопывается, а вернее локализуется в виде частицы. На уровне кода нету точных масс, нету цифр. Там у системы существуют 3 точки. Зная 2 из них, она уже знает массу третьей. То есть код не сводится к этим позитивным геометриям, но может быть выражен ими. Так вот, мы предсказываем, что в течение ближайших десятилетий будет создана некая единая формула КД, которая объединит не только квадратные корни масс вот этих фермионов, но и остальные элементарные частицы. И уже есть намеки на то, что между кварками тоже есть такое же точное, идеальное математическое соотношение. Единственное, мы сейчас не имеем доступа к кваркам, мы не можем их точно замерить. Но когда это произойдет, рано или поздно мы поймем, что все вот это является неким политопом с разными гранями. Это может быть выражено в виде политопа, потому что очевидно, что позитивные геометрии — это вот и есть язык исходного кода. Это то, чем выражается этот исходный код. То есть, еще раз, это не физические какие-то политопы. Это то, как выражается вот эта первичная информационная запись. То есть конкретное предсказание физики должны обнаружить единый политоп, из его объемов, граней, углов уже выводятся вот эти вот конкретные значения масс. То есть мы увидим, что параметры кварков — это не физические характеристики, а топологические характеристики, углы, объемы вот этого политопа. И позитивная геометрия вообще станет основным языком описания теоретической физики. Она надстроится над интегралами. То есть вот эта формула КД — это как периодическая таблица Менделеева, но до того, как открыли строение атома. Менделеев, он видел закономерности в всех элементах, но он не знал, почему они такие. Сейчас мы видим то же самое. Мы видим закономерности, но не можем объяснить, почему они такие, потому что есть код в основе всего. Вот если формула КД — это одномерный срез, то политоп — это уже многомерная полная фигура. И вот когда будет обнаружена какая-то одна многомерная структура, которая с точностью выдаст значение всех там 17 элементарных частиц, вот тогда сопротивление академической среды окончательно рухнет. То есть это будет момент Менделеева. То есть когда частица, код локализуется, система должна привязать ее к какой-то конкретной, к единой точке в координатной сетке. А следовательно, отсюда мы делаем другое, фальсифицируемое предсказание о том, что с неизбежностью будет обнаружен какой-то минимальный планковский объем. То есть у нас должна существовать какая-то минимальная планковская величина или, проще говоря, минимальный пиксель пространства, он будет найден. И в этой логике гравитация — это сжатие данных. Чем больше сконцентрирована информации в какой-то одной области, тем больше замедляется работа системы. Вот почему время искажается под воздействием гравитации. То есть, чтобы система не тормозила, она начинает сжимать взаимосвязи между объектами. Это сжатие мы ощущаем как притяжение. То есть гравитация — это результат плотности кода, там, где больше информации. То есть на уровне кода нету какого-то отдельного параметра, например, force, gravity, там, назначить гравитацию сюда такую-то. Это вот именно плотность информации. Это градиент его плотности. То есть объекты просто складываются туда, где гравитационная плотность выше. Но поскольку сетка с высокой вероятностью дискретна, возникает статистическая погрешность. И вот сумма множества вот этих погрешностей, оно-то и создает искривление геометрии. В программировании, если процесс требует больше времени
вычислений что происходит? Система локально замедляет тактовую частоту. А что такое тактовая частота? Это время. То есть гравитация — это видимый эффект того, что вот в этой конкретной точке процессор как бы перегружен. Это не значит, что система тормозит. Это значит, что система оптимизирована, чтобы так работать в этих областях. Но вот для того, чтобы физика это признала, нужно найти подтверждение того, что пространство — это сеть из битов. Петлевая квантовая гравитация здесь перспективный вариант. Если мы увидим, что на экстремально малых расстояниях гравитация начинает работать иначе, то есть если она начнет работать не плавно, а квантоваться, это и будет доказательство работы алгоритма. Темная же материя, то, что мы называем темной материей, это инкапсулированный от нас код. То есть он также присутствует в пространстве, но мы его просто не видим. То есть это те строки кода, к которым у нас нету доступа. Но мы не можем утверждать, что они не локализованы. Они локализованы, просто архитектура системы отрезает от нас доступ к ним. То есть мы их элементарно не видим. Отсюда другой фальсифицируемый прогноз, что рано или поздно вот эти вот частицы темной материи, так называемые, ну, их просто официально признают ошибкой. То есть мы ищем не там. Мы живем... Все проблемы современной науки в том, что мы живем в догмате о первичности материи. Физикам сейчас очень сложно признать, что объективной реальности до локализации в единой точке вообще не существует. Вернее, существует информация, но не материя. И отсюда также и другие теории, которые отправятся в корзину. То есть теория струн пойдет в корзину. Те, кто вывел эту теорию, уже придумали там какие-то квадриллионы этого струнного ландшафта, все для того, чтобы у них там наверху два уравнения сошлось. Сюда уже можно просто, она не фальсифицируема. Сюда можно подогнать вообще все, что угодно. Она не предсказывает ровным счетом ничего. Это вот классический вариант переусложненного интерфейса. Теорию струн через 30 лет уже будут обсуждать как одно из заблуждений наряду там с эфиром и прочими теориями. Мультивселенные Эверетта точно так же. Заглушка для того, чтобы объяснить тонкую настройку Вселенной. И максимально онтологически неэкономная интерпретация квантовой механики. Просто отрезается бритвой Оккама. Критически неэффективно с точки зрения просто элементарных вычислений. Откуда-то материя должна происходить. Объясните, из чего вообще возникает материя, из чего возникают тождества константы, из чего возникает масса. Не говорите, что поле Хиггса фундаментально. Оно не фундаментально. Далее, суперсимметрия. Тоже все на свалку. Большой адронный коллайдер вообще не нашел ни одной суперсимметричной частицы. Нету никаких копий теневых. Вы ищете какой-то локализованный объект, а он инкапсулирован от нас. Вы просто не принимаете этот принцип как постулат. Циклическая вселенная. То же самая ерунда. Вот эта идея, что вселенная сжимается и разжимается. Откуда вообще возникает материя? Как вы можете объяснить материю самой материи? Материя должна возникать из чего-то. Из чего возникает материя? С чего вы взяли, что она первична? Когда вы уже перерастете эту догму 19 века о первичности материи? Это чисто вот механистический взгляд, позавчерашний. Код не обязан повторяться бесконечно. Он движется к определенному результату. У системы есть начало, старт, и есть конец, когда она будет уничтожена. Нету никакого вечного двигателя все время, заводящего себя самостоятельно по кругу. В общем, вот наша модель, вот ее центральный постулат, базовый постулат о первичности кода, и вот один из ключевых принципов — это принцип инкапсуляции. Вот мы даем фальсифицируемое предсказание, что все вообще данные, которые поступают эмпирически, будут подтверждать эту архитектурную гипотезу в ближайшие 30 лет. А вот когда ее признает парадигма, признает ли она ее через 30 лет, не факт. То есть, потому что признать эту модель, это означает признать то, что вы очень не хотите признавать, то, что вы очень боитесь признать. Признать разумный замысел Вселенной. А на это могут уйти и еще десятилетия, потому что 100 лет вы не можете объяснить квантовую механику и делаете вид, что это не замечаете слона в комнате. Теперь самое главное, самое основное и самое важное предсказание нашей модели. Оно звучит так, что если мы все созданы, если в основе всего код,
Это значит, что всему в системе заданы конкретные правила взаимодействия. Мы видим это на уровне квантовой механики. Мы видим это на уровне макрокосма. Все подчиняется единым правилам. Следовательно, и человек в таком случае должен получить какой-то свод правил, как он должен взаимодействовать и действовать в системе. Должен быть какой-то свод, какой-то текст, который будет задавать правила взаимодействия для человека. Так вот, вы поймите, если бы в истории человечества не было таких текстов, то тогда этот прогноз оказался бы неверен. Но в истории человечества существуют такие тексты. И эти тексты религиозные. Они все, так или иначе, прописывают законы, как вести себя и как прожить жизнь в этой системе. У человека есть выбор. Либо подчиниться этому закону, либо нет. Материализм пытается делать вид, что раз этих религиозных текстов много, значит все они придуманы людьми. Но в кораническом тексте, строго по выводу к наилучшему объяснению, это объясняется иначе. Объясняется, что каждому народу посылалось свое сообщение, и каждый народ делал выбор, следовать ему или нет. Те народы, которые отказались, были уничтожены. Рано или поздно человечество точно так же будет уничтожено. В рамках нашей модели это наш ключевой фальсифицируемый прогноз о том, что религиозные тексты — это ровно то, чем они себя постулируют. Об этом у меня есть другие видео на канале, вы их можете посмотреть более внимательно. Здесь мы разбираем эту информационно-архитектурную модель. Исследование ведется независимо. Вы можете подписаться на Boosty, поддержать это исследование, а это способствует регулярному выпуску этих роликов. Спасибо большое. Давайте вместе заниматься наукой.